Добрый день! Это видео посвящено культуре Древнего Египта. Тема очень интересная, объемная и одна из моих любимых, поэтому рассказать хочется много. Кроме того, культура Египта была вся направлена на подготовку к переходу в иной мир, а потому отделить мифологию и искусство проблематично. Но тем не менее мы решили не делать одно большое видео, а разбить на три. Первое – про религиозные воззрения, второе – про представление о загробном мире, а третье – посвятить искусству. Так что запасайтесь попкорном на 3 недели. Древние египтяне называли свою страну Такемет, что переводится «черная земля», так как после разливов Нила на полях оставалось много ила, делавшего почву черной и плодородной. Еще Тамери – земля мотыги. Название Египет, Айгуптес, греческое. В IV тысячелетии до нашей эры в долине Нила возникли первые государственные образования древних египтян – септы, по-гречески нома. Борьба между ними привела к образованию двух больших государств – Верхнего и Нижнего Египта. А затем, около 3100 года до нашей эры, фараон Менес их объединил. Видимо, тогда появилось еще одно название страны – Тауи – две земли. Покровительницей Нижнего Египта была богиня-змея Уаджи. Ее изображение помещалось на урей, диадему правителя, который в свою очередь надевался на корону определенной формы. В Верхнем Египте центральное место было у богини Грифа или стервятника Нехбет, и она тоже помещалась на урей, надеваемой на корону другой формы. Когда страна объединилась, короны будто надели одну на другую, а на урей стали размещать двух покровителей. В доцивилизационный период у племен долины Нила были развиты фетишизм и тотемизм. Среди фетишей самые известные столб Джет, символ плодородия в виде снопа зерновых, и первичный холм Бен-Бен, место жительства птицы Феникс и символ возрождения. Среди тотемных животных – бык, корова, змея, гиппопотам, крокодил и другие. Религиозные представления египтян складывались из напластований разного времени. Поэтому не только у различных богов были разные имена, но и у одного и того же бога в разное время суток могли быть разные имена. Бог солнца, как восходящее солнце, назывался Хепри, как солнце в зените – Ра, как солнце перед закатом – Атум. Египетские боги часто изображались зооантропоморфными, то есть как люди, но с головой животного. Термин происходит от греческих слов «зун» – животное, «антропос» – человек и «морфия» – форма. Так, в Мемфисе создателем мира считали Птаха, бога земли, воды и мирового разума. В Гермополе было 8 изначальных богов – Агдаада. Это пары, состоящие из мужского и женского божества. Нун и Нуанет отвечали за водную стихию, Хук и Хуакет – за бесконечность, Кук и Куакет – за мрак, Амон и Амаунет – сокрытое. Хотя изначально последней парой были Ниау и Ниаут – отрицание и ничто. В Гелиополе верили, что сначала был водный хаос Нун. Из него возник Атум-Ра, который произвел на свет бога воздуха Шу и богиню влажности Тифну. У них родились бог земли Геб и богиня неба Нут, которые породили Азириса, Изиду, Сета и Нефтиду. Это 9 богов или Энеада. И пусть вас не смущает, что братья и сестры вступают в половую связь и производят потомство. Инцест не только с братьями и сестрами, но и с родителями или детьми для древних религий вполне обычное дело, которое никак не отражается на потомстве. Кстати, в традиционных племенах, ведущих закрытый образ жизни, ситуация похожая. Вступая в близкородственные связи, они не вырождаются. Ученые объясняют это тем, что у них практически нет рецессивных генов. Я попыталась собрать воедино всех древних египетских богов в одну генеалогическую схему. По крайней мере тех, у кого известны хоть какие-то родственные связи. Эта схема не какого-то периода или города, а максимум напластований разного времени и территорий Древнего Египта. Здесь есть и Птах, и Агдаада, и Энеада, и другие боги. Любопытно, что уже у древних египтян в XIV веке до нашей эры случилась первая попытка создания монотеизма. Один из фараонов, Аменхотеп IV, провел религиозную реформу, в результате которой установил единобожие. Он объявил истинным богом Атона, солнечный диск, а себя стал именовать Эхнатон, угодный Атону. Культы остальных богов были запрещены. Ученые спорят о причинах такого решения фараона.
Возможно, существование в разных номах различных верований препятствовало централизации государства. Или же самому Эхнатону мешало большое количество жрецов, вмешивавшихся в процесс управления страной. Однако изменения оказались недолговечны, и после смерти фараона-реформатора под влиянием жрецов были восстановлены культы старых богов. Супруга Аменхотепа IV Нефертити поддерживала его в религиозной реформе. Некоторые ученые даже считают, что именно она была инициатором. Возможно, из-за отсутствия сына царица со временем отошла на второй план, хотя по другой версии Эхнатон сделал ее своим соправителем под именем Нефернефруатон. Для продолжения династии был заключен брак между Тутанхамоном, сыном Эхнатона и его второй жены Кии, и Анехсенамон, дочерью Эхнатона от Нефертити. Тутанхамон – самый известный египетский фараон. При рождении получил имя Тутанхатон. Он был совсем маленький, когда умер его отец. Вступлению на трон в 10 лет религиозно-политический курс уже сменился в сторону возвращения старых богов. Поэтому в окончании имени появился Амон. Как вы понимаете, в этом возрасте очень сложно самостоятельно управлять страной, а умер фараон в 19 лет. Все это наталкивает на два вывода. Во-первых, он был политической марионеткой. Во-вторых, возможно, с возрастом стал проявлять характер и высказывать мнение, которое не понравилось реальным правителям, и его убрали. Гробница Тутанхамона на момент его смерти не была достроена, и похоронили фараона в другой, маленькой. Именно поэтому она осталась неразграбленной, в отличие от многих других, к моменту ее обнаружения в 1922 году английским археологом Говардом Картером. В это время случился большой всплеск интереса к культуре Древнего Египта. За почти 100 лет было найдено множество гробниц и мумий, открыто искусство и расшифрована письменность. Появилась целая самостоятельная наука – египтология. Без преувеличения можно сказать, что религиозные воззрения египтян оказали влияние на всю западную цивилизацию через египетско-греческое культурное взаимодействие, особенно в эллинистический период. Такие идеи, как вера в умирающего и воскресающего бога, представление о царстве Азириса как месте блаженной загробной жизни, то есть прообраз рая, суд Азириса, где умерших судят за их деяния в земной жизни и так далее, нашли свое продолжение в авраамических религиях – иудаизме, христианстве и исламе. Обо всем этом и других представлениях о загробном мире я расскажу в следующем видео. Эта тема была частью моего диссертационного исследования, поэтому рассказ будет подробным. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить его. Комментируйте, спрашивайте о том, что осталось непонятным, ставьте лайк, делитесь с друзьями. Спасибо вам за внимание.